Всем доброго времени суток! Представляю вашему вниманию вторую часть VA сборок и на этот раз с серверным процессором. Будем рассматривать сокет 1156 и подбирать под него оптимальное железо для игр, стримов и монтажа. Все ссылки на железо есть в описании, а за лайк и подписку буду благодарен. Сборок будет две, менее бюджетные и более бюджетные, в пределах разумного, конечно. Это вам не ПК за 10К. Материнскую плату для обеих сборок буду использовать одну модель. Это Asus P7H55M формата microATX. Плюсы: у нее 6 фаз питания с охлаждением, 4 слота под оперативную память, возможность разогнать процессор и память. И установка серверного процессора без прошивки BIOS, и продукция Asus практически всегда на хорошем уровне. Из минусов могу выделить отсутствие SATA 3.0 и PCI-Express X16 2.0. Также нет на плате USB 3.0, хотя это решается установкой платы расширения. А теперь немного о характеристиках. 6 USB портов, 1 PS2, гигабитный интернет, 8-канальный звук, VGA, HDMI и SPDF. Также 6 SATA портов, 1 PCI-Express X16 2.0, 1 PCI-Express, 2 PCI-Express X1 и поддержка частот памяти до 2188 МГц в двухканальном режиме. Процессор Intel Xeon X3430 имеет 4 ядра и 4 потока на базовой частоте 2,4 ГГц, ТДП 95 Вт и кэш третьего уровня 8 МБ. А вот его старший брат X3440 уже на частоте 2,53 ГГц с 8 потоками на 4 ядрах Hyper Threading. Видеокарты также могу посоветовать GTX 750 Ti или GTX 1050 на 2 ГБ для X3430 и GTX 1050 на 4 ГБ или GTX 1050 Ti для X3440. Хотя оба процессора справятся с этими картами без проблем, тут больше вопрос дешевизны системы. Настало время для оперативной памяти, и также два варианта. Это от Gloway с базовой частотой 1600 МГц для X3430 2 планки по 4 ГБ. И от Kingston HyperX Fury на 1866 МГц для X3440, также 2 планки по 4 ГБ для двухканального режима работы. Кулер очень хвалят от фирмы Icehammer IH4700. Цена, качество и рассеиваемая мощность просто идеальный вариант. Или всем известный и уже более брендовый вариант Deepcool Gamma X GT. Тут уже на ваш вкус. Но нужно заметить, что процессоры в стоке ТДП 95 Вт в разгоне выдают в районе 150 Вт, и под крышкой у них термопаста. Жесткий диск можно взять любой, к примеру, от той же VD гигов на 500 и SSD под систему. Всей производительности SSD накопителя материнка выдать не сможет из-за порта SATA 2.0. Но прирост скорости будет заметно. Поэтому могу посоветовать два недорогих хороших варианта: Kingston V300 это для X3430 и Kingston UV400 для X3440. Ну и наконец блок питания. И также я выбрал два наиболее бюджетных и в то же время хороших за свои деньги моделей. Это Chieftec A90 GDP 550C и FSP PNR ATX 600 на 550 и 600 Вт соответственно, хотя честных там 400 с лишним и чуть более 500. Вся система в пике будет потреблять Вт 400 и то навряд ли, и остальной мощности будет запас, чтобы блоки не шумели и не были постоянно под нагрузкой. Итак, что мы получаем в итоге? Материнская плата Asus P7H55M, процессор Intel Xeon X3430, оперативная память от Gloway 1600 МГц на 8 ГБ, жесткий диск от VD на 500 ГБ, SSD от Kingston V300, охлаждение от Icehammer AH4700 и блок питания от Chieftec A90 GDP 550C. И, конечно, видеокарта GTX 750 Ti или GTX 1050 на 2 ГБ, кто на что потянет. Вторая сборка. Материнская плата Asus P7H55M. Процессор Intel Xeon X3440. Оперативная память от Kingston HyperX Fury 1866 МГц на 8 ГБ. Жесткий диск от VD на 500 ГБ. SSD от Kingston UV400. Охлаждение от Icehammer AH4700 и блок питания от FSP PNR ATX 600. И также видеокарта GTX 1050 на 4 ГБ или GTX 1050 Ti. Все так же цена вопроса ваши финансы.
Купить все в одном месте будет невозможно, ну или нецелесообразно, а вот воспользоваться несколькими торговыми площадками в самый раз. Блок питания только новый с магазина в своем городе или под заказ, если как у меня в городе нет магазинов специализированных или больших по крайней мере. Ну и охлаждение можно как БУ, так и новое, это уже на ваше усмотрение, можно в паре с кем-нибудь заказать с Computer Universe, тоже хороший вариант. Первая сборка, та что с X3430 в паре с SSD, будет включаться за секунд 5-7 и с полной системой, то есть с драйверами, программами, играми, за секунд 7-10. Без SSD за секунд 10 и с полной системой и все 20. Также с картой GTX 750 Ti потянет на слабых и средних практически любую современную игру от 30-40 кадров и до 120-130 максимум. А вот с GTX 1050 на 2 гигабайта число кадров будет на 15-25% больше, чем с предыдущей картой. Вторая сборка с X3440 в паре с SSD также будет включаться, как и первая, возможно на пару секунд быстрее. К примеру, с картой GTX 1050 на 4 гигабайта число кадров будет на 10-15% больше, чем в первой сборке. В синтетике от Cinebench X3440, разогнанный до 3,2 ГГц, выдаст чуть более 500 поинтов. А вот процессор X3430, разогнанный до 3,2 ГГц, покажет результат в 450-460 поинтов. Конечно, можно разогнать и выше, соответственно результаты будут другими, и все же 3,2 ГГц это тоже отличный результат. В цене сборки отличаются не сильно, к примеру X3430 стоит в районе 500 рублей, X3440 1200 рублей. Ну и конечно карта GTX 750 Ti стоит около 6500, GTX 1052 гигабайта где-то 9-10 тысяч рублей и GTX 1050 на 4 гигабайта на 4-5 тысяч дороже. Опять-таки все зависит откуда брать и какая там цена, а вот все остальное идентично, ну или почти разница в двух моделях SSD. И то при условии, что их будете устанавливать в систему, я конечно советую, а решать все-таки вам. Есть нюансы в сборках, это нужен разгон и уже довольно старый сокет, но все еще производительный, ну и отсутствие встроенной графики. Актуальны сборки будут еще год-два, а может и больше, может меньше, все зависит от ваших потребностей. А самым весомым плюсом будет цена данного железа, которая будет меньше аналогичного железа на современном сокете. Кстати, пишите в комментариях, сколько по вашему мнению можно сэкономить, если отдать предпочтение данному железу современному. И нельзя не упомянуть про кэшбэк сервисы, такие как EPN, на мой взгляд он лучший, и конечно же Letyshops. Они вам вернут часть потраченных на покупку железа денег, что будет минусом к сборке. Ссылки на регистрации есть в описании любому моему выпуску, как и к этому. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.